Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня хочу рассказать вам, как я крашу волосы без химикатов, натуральными способами. Нашла этот способ я недавно, мне очень он понравился. Специально отрастила для вас вот волосы свои, да, у меня есть седина, не скрываю этого. И хочу сказать, что специально вот отрастила, уже ее видно, то есть, может быть, у меня ее не так и много, в основном у меня вот здесь вот впереди. Вот, но достаточно для того, чтобы уже думать, что с ней делать. Вот, и я нашла очень классный способ покраски. И сейчас с удовольствием поделюсь этим способом с вами. Надеюсь, что вам он понравится, пригодится, и вы будете его делать. Значит, первое, что мы делаем, это завариваем черный чай. Мы берем 1 чайную ложку чая черного, любого, и заливаем, можно холодной, можно теплой водой. Вот таких нам нужно 2-3 чашки. Здесь у нас 235 миллилитров, то есть получается где-то 600 миллилитров, ну, примерно, чая. Пока у нас заваривается чай, чайная вода, мы с вами смешаем сухие ингредиенты в мисочке, в отдельной мисочке. Нужно, ну, желательно взять или стеклянную, или деревянную. Такой рецепт. Значит, нам понадобится хна. Хна любая, не обязательно вот эта, конечно, компания, но должна быть просто хна. Никакой цвет на ней не должен быть написан, никакие добавки. Вот просто написано хна. Ну, у меня по-английски хена, ну, хна. Следующий ингредиент у нас будет амла. Амла – это тоже как бы такой порошок, который нам понадобится для этой смеси. Он очень хорошо укрепляет волосы. Затем нам понадобится алоэ, порошок алоэ. Этот порошок очень хорошо помогает увлажнить хну, потому что, знаете, обычно говорят, что хна очень сильно сушит волосы. Вот алоэ предотвращает вот это высушивание. Дальше нам понадобится, мы добавим с вами масло. У меня есть масло розмарина, эфирное масло, или масло имбиря. Еще можно добавить масло чайного дерева, но у меня его сейчас с собой нет, поэтому мы не будем его добавлять, естественно. Это будет у нас смесь номер 1. Смесь номер 2. Мы возьмем такую же стеклянную миску, и в нее мы положим порошок индиго или басма и щепотку соли. Соль нужна для того, чтобы краска, сам цвет вышел лучше из вот этой замечательной травы, из этого замечательного растения, ну, как бы наружу, чтобы мы могли его намазать, и он нам хорошо покрасил волосы. Теперь для такой длины волос, как у меня, вот примерно, ну, чуть-чуть, где-то примерно до линии лифчика, нам понадобится примерно 150 грамм смеси. И зависимо от того, какой цвет мы хотим получить, мы будем добавлять или больше хны, или больше басмы. То есть, если мы хотим совсем темных, басмы у нас будет больше. Если мы хотим более, ну, как бы ближе к такому красно-рыжему, то мы добавим хны побольше. Я люблю такой вот коричневый, ну, такой более коричневатый оттенок, поэтому я положу где-то примерно 50 на 50, может быть, даже немножко больше басмы, потому что она, ну, потом смывается, получается такой более как шоколадный оттенок. Вот, если вам хочется более светлый, значит, вы идете в сторону хны, а если вам хочется совсем темный-темный, то у вас будет побольше басмы. И пропорции я напишу, поставлю внизу под видео, сколько чего, какой басмы, какое количество басмы, какое количество хны вы можете добавить, чтобы получить определенный оттенок.
Сейчас я буду готовить первую смесь. Это смесь хны и еще 3 ингредиентов. Я беру 75 грамм хны. У меня эта ложечка, она на 15. Вот, поэтому я буду класть вот таких 5 ложечек. Я добавлю 1 столовую ложку, вот примерно так, амлы. Затем мы добавим 1 чайную ложку порошка алоэ. И сюда сейчас накапаю розмарин, 2-3 капли. И также масло имбиря, тоже 2-3 капли. Теперь мы с вами процедим чайную воду через ситочко. Чтобы получилась чистенькая водичка, ну, в общем, чай, да? И теперь я специальной лопаточкой, вот такая у меня лопатка уже от предыдущих использований, я буду смешивать, наливать чайную воду в нашу смесь и потихоньку вот так вот размешивать. Мы хотим убедиться, что у нас получается не очень жидкая смесь. Она должна быть консистенции такой вот густой сметаны. Я люблю вымешать ее хорошо, чтобы не было комков. То есть вот здесь вот такие маленькие комочки. Их нужно хорошо размешать, разбить. Вот теперь мы нашу прекрасную смесь накроем клееночкой и оставим отдыхать. Если у вас тепло на кухне, допустим, то можно на час. Если прохладнее, то на 2. Так, и прошло вот теперь уже чуть больше даже часа, где-то, наверное, я бы сказала, даже 1,5. Вот у нас получилось, видите, хна выпустила краску. Ну вот, теперь хна у нас готова, а басму мы будем смешивать непосредственно перед началом покраски. Басма может, ну, не нужно ее держать долго в тепле, она готова будет к употреблению сразу, когда мы ее замешаем. Итак, мы берем нашу басму, и у меня та же мерная ложка, 15 грамм, и я кладу 5 таких ложечек. И положим сюда маленькую щепоточку соли. И сейчас вот та водичка, помните, которая у нас осталась, когда мы делали хну, чай, да? Теперь мы вот эту водичку будем доливать сюда в басму и размешивать тоже до состояния, до консистенции сметаны, такой густой сметаны. Вот у нас получается такая смесь. Тоже она густая, без комочков. И что мы будем делать теперь? Теперь мы будем смешивать хну и басму вместе. То есть мы перекладываем лопаточкой силиконовой вот эту смесь в басму. Хну, басму. Ой. Вот получается такая красивая смесь. Она однородная, блестящая, без комков. Очень классная. И теперь мы будем ее накладывать на волосы. Теперь мы приступаем с вами к покраске. Обязательно нужно одеть темную майку, потому что хна может капнуть и оставить след. Поэтому, ну, или темную, или какую-то старую майку, которая вам потом не понадобится, и вы ее будете использовать для дальнейшей окраски. Сначала мы возьмем вазелин и намажем голову по краю волос, по контуру волос. Но не сильно. Если у вас есть седые волосы, вот особенно здесь, смотрите, чтобы вы их не намазали. Можно намазать немножко уши, чтобы хна не покрасила ваши ушки. Вот таким образом мы делаем этот шаг. Одеваем перчатки и в перчатках начинаем намазывать хну, начиная от затылка.
берем немножечко смеси и вот так вот наносим таким движением и размазываем по всей длине до конца. Вот так. Нужно обязательно удостовериться, что вот этот весь кончик у нас обмазался. Вот здесь. Так. И теперь мы его будем вот таким образом закручивать. Вот. И мы пойдем вот так вот в круговую, в круговую, в круговую. В конце у нас будет, все волосы будут вот здесь. Сейчас дальше пойдем. Потом мы берем влажную салфетку и вытираем. Можно просто кусочек полотенца. И вытираем все, что тут осталось. Все следы, которые нам и нужны. Теперь вам нужно одеть пластиковую или шапочку. Тоже тут запачкалась чуть-чуть. Или кулечек. Ну, я обычно одеваю кулек, мне так легче и спокойнее с кульком. Потом его просто выбросить не надо, отмывать. Вот, просто беру вот так кулечек и одеваю. Так вот закутываю со всех сторон. Вот, сзади можно захватить вот так резиночкой. Вот. Такая получается конструкция. И теперь можно, не можно, а нужно взять какой-то платок или шарф и сверху замотать. Делаем это вот таким вот образом. Вот. И оставляем. Теперь самое интересное. Чем дольше мы будем держать, тем лучше прокраситься. Ну, нужно хотя бы 3 часа. 3-4 часа вот так ходить. Что делаю я? Наматываю голову и делаю свои дела по дому. Читаю, что-то готовлю кушать, что-то, может быть, убираю. В общем, такой вот день получается. И делаю что-то для себя и для дома. И далее мы продолжаем видео про покраску волос натуральным способом. Значит, вчера я красилась, сегодня я увидела, что результат не совсем хороший, не совсем тот, что я хотела. То есть волосы у меня здесь, конечно же, покрасились, как и покрасились, а наверху получилась вот такая ситуация, видите? То есть они, покрасились рыжим цветом, хотя я держала их, и басму вместе. Ну, видимо, или мне надо было взять здесь больше басмы, я думаю, что да. Я не первый раз крашу, но вот так в этот раз получилось. Или мне надо было дольше держать. Я держала 3,5 часа, нужно было, может быть, держать часа 4, 4,5. А моя знакомая говорит, что она вообще держит всю ночь. Поэтому здесь зависит от, надо вычислять для самой себя, что подходит. Но если вот у вас получилась такая ситуация, как у меня, да, видите, макушка у меня светлая, то мы ее сейчас покрасим еще раз, уже в один этап. Не надо так долго заваривать хну и заваривать басму. То есть мы ее покрасим только басмой. Может быть, я совсем чуть-чуть добавлю хны туда, просто чтобы получился такой не совсем уж прям черный-черный, а больше как каштановый такой цвет, да, вот. И покажу вам сейчас, что я дальше буду делать и что получится. Покажу вам результат. Итак, для того, чтобы покрасить корни оставшиеся, да, которые у нас не закрасились, я возьму 2 ложечки, вот у меня такая ложечка 15 мл, 2 ложечки басмы и 1 ложечку хны. Все это смешиваем в посуде и горячую воду, горячая, добавляем туда, размешиваем до консистенции сметаны.
Вот что у нас получилось. И теперь тот же самый процесс. Берем перчатки, намазываем только корни, одеваем кулечек, теплую шапку или платок и оставляем, ну, тоже часа на 3. И вот смотрите, какой получился у меня результат. Показываю. Вот, смотрите, вчера вот красила я. Держала 3,5 часа. Волосы все прекрасно прокрасились. Нету нигде седых. Помните, как вчера я показывала, какие были недостатки? Вот они все ушли, все прокрасилось. Так что да, мои дорогие, существует покраска волос без химии. Это реально, это можно осуществлять. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Все, о чем я рассказала в этом видео, будет описано под видео. На всякий случай, если где-то было что-то непонятно, пожалуйста, прочитайте описание. Там распишу подробно весь рецепт. И желаю вам здоровых волос и будьте счастливы с тем, что у вас есть. Я всегда забываю сказать, подписывайтесь на канал и делитесь видео с другими людьми, которые, наверное, тоже хотят попробовать красить волосы без химии. Благодарю.